Борщ, приготовленный таким способом, не будет красным от свеклы и не будет иметь яркого свекольного вкуса, но он будет оранжевым и вкусным. Свеклу нарезаю соломкой, отправляю ее в кастрюлю, заливаю холодной водой и ставлю на огонь. А пока подготавливаю картофель, чищу и нарезаю, хороший немаленький репчатый лук нарезаю, немного моркови, сладкий болгарский перец, нашинковала белокочанную капусту и пока сезон, измельчила свежие помидоры. А еще понадобится 2 крупных зубочка чеснока, натираю на терке или измельчаю другим способом. А еще свежая зелень петрушки и укропа нарезаю. На сковороду наливаю растительное масло, отправляю лук, перемешиваю с маслом и пусть обжаривается. А свекла в это время закипела и варится уже минут 20. Она постепенно теряет свой цвет и становится белой. И хорошо разламывается ложкой. Значит, готово. Отправляю к ней картошку. Пусть тоже варится. Не забываю про лук и периодически помешиваю. А вы на канале готовим с вами вместе. Лук начал золотиться. Важно, чтобы лук выжарился на сковороде. И к нему добавляю морковь. Перемешиваю. Картофель варится и надо проверить на готовность. Достаю из кастрюли несколько кусочков и на тарелке ложкой разламываю. Картофель готов. А пока еще раз перемешиваю лук с морковью и добавляю резаный сладкий перец. Опять перемешиваю и пусть обжаривается все вместе. А в кастрюлю к свекле и картофелю добавляю нарезанную капусту. И сразу заранее приготовленный говяжий бульон. Вижу, что густовато, доливаю еще горячей воды, а также пару лавровых листиков и несколько горошин душистого перца. И все перемешиваю. В сковороде за это время все обжарилось, и я добавляю измельченные помидоры. Тушу все вместе на сковороде, пока помидорный сок более-менее выжарится, загустеет и станет не такой жидкий. Капуста в это время начала закипать. Время варки капусты может быть разное. И оно очень зависит от сорта капусты и от желания получить более или менее хрустящую капусту. Поэтому лучше пробовать. Капуста готова и отправляю всю зажарку. Перемешиваю и следом отправляю зелень. Перемешиваю. И пока борщ закипает, его можно посолить. На 4-литровую кастрюлю борща у меня это 2 чайные ложки соли. Перемешиваю и жду закипания. Борщ закипел, даю ему прокипеть буквально секунд 10-15 и добавляю подготовленный чеснок. Здесь надо очень хорошо перемешать, чтобы чеснок не был одним комком в борще. Когда борщ начал потихонечку закипать, можно попробовать на соль. Как только борщ хорошо закипел, сразу же выключаю. Получился вкусный, сытный борщ. Свеклу таким способом в борще варили моя мама и бабушка. Борщу даю настояться минут 30. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!